Дорогие друзья, здравствуйте! Сегодня у нас в работе машинка Volvo S60 и повторная замена масла или АТФ, другими словами, в автоматической коробке iSyn. Предыдущая замена производилась практически год назад. С того времени машина проехала где-то порядка 15 тысяч километров всего. Девушка ездит на ней немного, ездит аккуратно. К этому моменту цвет АТФ на щупе стал чуть-чуть потемнее, и было принято решение сделать второй прогон. Что мы имеем? Для замены мы имеем упаковку Петроканады и плюс еще баночка, которая всегда есть у меня. Вот она не полная, на долив. Упаковка из 12 баночек Петроканады плюс одна на долив. Шланги на выпуск и на впуск. Ну и шприц, чтобы можно было добавить либо убрать излишки. Обязательно защелки, колечки всевозможные. Их тут у меня всегда вечно. И колечко на пробку. Я уже слил отработку. И колечко поставил новое. Вот, которое стояло. Здесь присутствует. По поводу шлангов. Значит, шланг на слив в этот раз я приобрел. По внешнему диаметру он у меня тянет на 16 миллиметров. На 16,5 даже тянет. Все они продаются по внутренним, но я специально внешний, потому что нас интересует внешний. И для залива через щуп 12 миллиметров наружный диаметр шланга. По традиции обратимся к Вида. По поводу замены масла в машинке Вида говорит следующее. Значит, открутить пробку внизу, сливную пробку, слить горяченькое масло, то есть машинка должна перед этим проехать, масло должно быть горячим. Слить горячее масло, закрутить пробку с новой шайбочкой с усилием 40 ньютонов. Далее заливается 2 литра через щуп в коробку, снимается обратка с радиатора и с коробки. Обратка это ставится вертикально, чтобы использовался этот шланг обратки. Зачем? Ну, они так видят эту всю процедуру. К шлангу прицепляется другой шланг в какую-то емкость и начинается процесс замещения. То есть заводится мотор, эти 2 литра выгоняются до появления пузырьков, мотор глушится, через щуп опять заливается 2 литра, опять выгоняется, снова заливается. После этого трубочка, которая идет на слив, снимается с шланга обратки, шланг устанавливается на место, заводится мотор и селектором переключаются все передачи. Далее выставляется уровень. Как бы все просто и понятно. По поводу частичной либо полной замены масла. Я в этот раз не буду уже вести никаких обсуждений. Я совершенно уверен, что каждый должен для себя принять решение самостоятельно. И то, что я здесь показываю, это не является руководством по эксплуатации или каким-то техническим руководством. Это всего лишь мой опыт, мой видеоотчет о проделанной работе с данной машинкой. Прежде всего, снимем воздуховод, снимем, вот он, шланг обратки. И вот сюда в обратку радиатора будем вставлять свой шланг. А на этот просто оденем тряпочку, чтобы в него грязь не попала, и уберем его от огнем в сторону. Повесим колбочку. С колбочки будет идти жидкость, вытащим щуп. И жидкость будет идти прямо туда, в отверстие щупа. Вот я уже слил отработку. Она такого бурого цвета, не черная, но и не красная. Я намотал изоленту на шланг, потому что здесь порядка 18 мм внутреннее отверстие. Я примерно так прикидывал вот по этой фишечке. Вот она 18 мм. Намотал изоленту, вставил и сверху изолентой промотал, и получилось вот такое плотное соединение. То есть здесь деваться АТФ-ки некуда, только как идти по шлангу и выходить наружу. В качестве воронки будет использоваться обыкновенная 5-литровая баночка, которую я предварительно почистил, а также шланг, который я прикупил. И в этом шланге с термопистолета я залепил вот эту трубочку, чтобы можно было заливать. Сейчас мы всю эту конструкцию подвесим, и получится своеобразная капельница. Ну и вот, собственно, наша конструкция. Отсюда свежий АТФ будет поступать прямо в отверстие щупа. И отсюда, из радиатора, с обратки, будет выходить в бутылочку. Прежде всего, мне необходимо понимание того, сколько я слил, сколько слилось у меня из поддона, чтобы знать, сколько залить в конце,
чтобы выйти на приблизительный уровень. Поэтому я беру старую канистру из-под масла пустую, на которой есть меточки, вот эти литровые, и в нее выливаю отработанную АТФ. Как видим, получилось около 3 литров. Поэтому я откладываю 3 литра в сторону и плюс свою баночку, которая всегда у меня на доле. Остальное будем прогонять. На этой банке я сейчас сделаю 2 метки, литр и 2. Так как у меня здесь нечетное количество баночек, то придется прогонять по 2 литра и в последний раз литрушечку прогнать. Сейчас эти 2 литра АТФ-ки я заливаю в верхнюю колбу, в капельницу и подаю через отверстие щупа в коробку. Заводим машину и выгоняем первые 2 литра. Ну что ж, у нас остался последний литр АТФ-ки. Его вливаем. На выходе уже очень такая жидкость красивая. Сейчас мы вгоним литр и литр выгоним. И после того, как я залью заключительное количество АТФ-ки, уже для того, чтобы выставить уровень примерный, сниму эти все шланги, эту капельницу и выход. Все подсоединю обратно, заведу машинку, попереключаю селектор. И после этого я шприцем из коробочки возьму еще 20 грамм маслица, чтобы уже видеть, что в конечном итоге у нас получилось. После того, как залили последний литр, выгоняем также 1 литр. Прогон закончен. Сейчас заливаем 3 литра, которые мы откладывали в самом начале в сторону.
Сейчас на работающем холодном моторе масло у нас по нижнюю отметку ход. То есть присутствует перелив, но повторюсь, что масло будет выставляться на горячую машинку. То есть и шприц, сколько надо будет, я откачаю, будет подключена вида. И при температуре 80 градусов, обычная для меня такая комфортная температура, когда в коробке 80 градусов, выставляется по таблице уровень масла. Как правильно выставить уровень масла без виды, я оставлю ссылочку, тоже есть. Но там как правильно, относительно правильно. Но бывают иногда ситуации, когда виды нет под рукой, менять надо. Я так начинал, выставлял машины, ездили, все было нормально. Сейчас я с коробки возьму 20 грамм АТФ-ки через отверстие щупа, вылью сюда в баночку тестовую, и мы уже посмотрим по цвету масла, как оно менялось во время замены. Итак, дорогие друзья, со стороны видно, как маслице светлело во время замены. Особенно 3 последние чашечки об этом красноречиво говорят. Итак, давайте посмотрим. Ну и как обычно, это у нас отработка. Но это можно тоже считать отработкой, но маслице на самом деле краснее, чем было в тот раз. Ну вот уже сразу же, когда пошел выгон первый, уже сразу же цвет у масла меняется. Еще больше. Здесь вообще уже такое хорошее. Здесь такое же хорошее. И вот самое последнее, которое я взял уже из коробки непосредственно. То есть они практически не отличаются, эти масла, последние два. Данную замену считаю удачной. Теперь на машинке надо выехать, немножечко проехаться, поднагреть коробку до 80 градусов и при помощи виды, которая определит точную температуру в коробке, выставить уровень. Это очень важно, чтобы уровень был правильный. Также видой будет сброшен датчик окисления, то есть мозг коробки начнет понимать, что масло в ней заменено. Пора подводить итог. Масло в коробочке я разогрел до 80 градусов, прокатился. После этого был выставлен уровень. Почему до 80 все время делаю? Самая легкая температура. То есть при 80 градусах на щупе получается верхняя и нижняя границы отметочки ход. Как раз между этими значениями я ставлю жидкость, и все хорошо. Машинка проездит еще сутки или двое. После этого будет произведен контрольный замер уровня АТФ-ки. Опять же по щупу с включенной видой, которая даст точную температуру в коробке. Ну что, по ощущениям. Самые положительные, как и в первый раз. Передача переключается плавно. Машина в очень таком хорошем состоянии. Ну что ж, дорогие друзья, хочется пожелать вам легких-легких ремонтов, чтобы ваши коробки ходили по 500 тысяч. Спасибо за то, что были со мной и досмотрели это видео до конца. Всего хорошего и до новых встреч.